Всем здорово, сегодня у нас будет гайд по тому, как же все-таки удалить Dota 2. Hey, what's up, ребятки? Хотите узнать, что вы тут делаете? Да я сам толком не знаю. Вы же сами кликнули на видео, и теперь вы слушаете мое недовольство к такому персонажу, как... Да, сегодня речь именно о нем. Что ж, прошу вас приготовить себе чайку, можно и кофе, и всяких ништяков. Вы на канале Фонарь за кадром. Написал текст и смонтировал ролик Валерий Безгодов, а озвучивал его Разрешите представить. Артем Боев. Что представляет из себя данный персонаж? Правильно, засада, убийство, крики, недовольство и катки от 50 и больше минут. Даже после реворка в патче 7.31 нам представили нового Течиса, не уступающего старому. Умелые на нем игроки могут даже закрытыми глазами задефать вам ХГ. А помните, когда этого героя только презентовали? Течис появился 9 сентября 2014 года. Люди еще не знали, какая боль их ожидает. За этой радостью скрывается одна сплошная боль. До реворка этого патча катки с Течисом были, правда, очень долгие и мучительные. Что уж там греха таить, я и сам на нем любил играть и играть чисто от дефа, закладывая зеленые мины и выжидая цель. Но сейчас как будто стало все проще. Сейчас герой более активный, нежели раньше. Теперь ты срешь не зелеными минами, а красными. Но эффективность никуда не пропадает. Врагам все так же тяжело зайти на ваш ХГ. А если даже и зайдут, то они потеряют больше лица, чем хотелось бы. И тогда уже подключается ваша команда, и вы разваливаете всех и вся. А затем бежите и ломаете вражеский трон. Вот и вся его суть. Контратака, так скажем. Течис безусловно противный герой, но очень эффективный. Раньше у меня винрейт на нем составлял около 70% и более 300 игр на нем. Сейчас, конечно, когда я снова вернулся в эту доту, я не так часто играю на Течисе, но про него никогда не забываю. Поговорим о способностях этого героя? Конечно, поговорим. Такую мразь надо знать в лицо и быть к ней готовым. Первая способность — Sticky Bomb. Наш озорной герой бросает в выбранную область бомбу-липучку. Если она приземлится рядом с вражеским героем, то приклеится к нему и замедлит его передвижение. Урон на первом уровне способности составляет 80 дамаги. И это, сука, больно, скажу я вам. Видя, как вражеский антимаг боится подойти к крипам, а если и подойдет, то он ради двух крипов теряет все свое лицо. Рассмотрим еще вариант, если Течис против тебя на лайне. Что будет делать твой тиммейт, если к нему прилипнет эта бомба? Конечно же, будет подходить к тебе, чтобы въебать лайн по максимуму, ведь это и есть основная задача твоего союзника. А теперь, если Течис твой тиммейт, бросай бомбу в крипов, чтобы запушить лайн, и твой кэрри или тройка ничего не выфармил. Бросай их в деревья, а то ведь взрывоопасно, мы только за безопасность, да и вообще я не знаю, как пользоваться этими ебучими петардами. Вторая способность — Reactive Taser. Герой окружает себя зарядом электричества, ненадолго повышая скорость передвижения. Если атаковать, когда Течис применил на себя эту способность, то на врага применится бессилие. А когда заряд заканчивает свое действие, то он взрывается и накладывает бессилие на всех врагов вокруг. Также данную способность можно активировать и раньше, но тогда и эффективность этой способности будет меньше. Ведь чем дольше вы держите, тем больше будет длительность эффекта бессилия. Также эта способность улучшается с помощью шарда. Он позволяет применять эту способность на союзников. Она наносит урон при взрыве заряда и срабатывании на врага. Это любимая способность у этого персонажа. Герой прыгает, как камикадзе, в гущу врагов, а по приземлению взрывается и накладывает сало в радиусе 400 километров. Также герой получает небольшой урон в размере 20% от своего текущего здоровья. Но это всего лишь копейки. Minefield Sign. Эта способность улучшается с помощью Аганима. Когда в радиусе 200 километров от таблички проходит вражеский герой, область радиусом 500 километров на 10 секунд становится минным полем, которое наносит урон движущимся врагам. На Рошана пошли встречать врагов, табличку ставите, все, они все испарились нахуй.
Ульта устанавливает невидимые мины. Состояние невидимости нельзя снять, но они становятся видимыми, когда враг входит в зону действия. Если враг находится в пределах 500 от мины, она взрывается. Взрыв снижает сопротивление магии противника и наносит урон в зависимости от расстояния до мины. На расстоянии 150 он достигает полного урона, а на границе области действия 50%. Также эта способность наносит 30% урона по постройкам. И ведь да, озорные Течис любят как следует подгадить врагу. С хихиканием они швыряются бомбами или пучками, а невидимые мины, электрические разряды, беспечные полеты на взрывчатке сведут любого противника в могилу. Или с ума, одно другому не мешает. И это, сука, прописано на самом сайте Dota Heroes. Понимаете, да? Какое-то полное извращение этого героя. А ведь многие ютуберы даже делают рубрику «Глухая оборона», где игра идет от 3 и более часов. А теперь представьте лицо человека, который попался против этих ютуберов и о рубрике знать не знает. А он пытается, тащит ради 25 ММР, а ведь за длительность катки, за переработки, никто ММРами не доплачивает. А теперь представьте лицо играющего за Течиса. Так вот, на сайте Доты гоблины Течиса описаны еще мягко. Эти ублюдки с тележкой срут где попало. Я вообще удивлен, почему это 3 гоблина, а не 3 мартышки, во главе которых Манки Кинг. Ведь именно их принято считать млекопитающими, которые любят бросаться дерьмом в кого попало. Причем они могут не только насрать под дерево, но и поднасрать тиммейтам в катке. Например, тем, что катает свою ебучую тележку где-то в кустах, пока его тиммейтам уже ломают трон. Но зато посрал с кайфом. Даже посмотрите мой реплей, где мой медовый Течис стоит и 20 минут минерит зону выхода из ХГ в топе. С одной стороны, это, конечно, круто, не дать противникам зайти в лес и зафармить фастом пачку крипов. Но с другой стороны, ты ради этого заходишь в доту, где ты сидишь, поставил мину раз, два, три, снова ждешь, пока откадешатся у тебя мины. Но это извращение, я уже считаю. Как по мне, старый Течис мне нравился больше. Но каждому свое. Я и сейчас, в принципе, могу запустить игру, пикнуть Течиса и помогать своей команде срать этими минами, так как импакта от них достаточно. Главное собрать Eternal, тогда шансы на победу увеличиваются. Ну ладно, думаю, пора заканчивать данный ролик. Получился весьма коротким, но это и к лучшему. Вас я сильно не задержал, а сам сэкономил время для будущего контента. Надеюсь, он вам понравился, оцените его лайком, подписывайтесь на наш канал, а также на группу ВК, ссылка будет оставлена под описанием. Пишите в комментариях, о каких героях выпускать новые видео, ну а с вами был автор сценария и монтажер ролика Валерий Безгодов, озвучил его Артем Боев. Большое спасибо за просмотр видео, до новых встреч!